Всем привет! И сегодня я базарю с тем, кто построил для нас это убожество. Салют, придурок! Здоров. Ты всосал, к чему я клоню? Естественно. Послушай, я уже прикупила себе это говноавто и чуть не разбилась на нем по дороге домой. Что ты скажешь об этом? Я думаю, что это прекрасно. Нам уже осточертело строить надежные тачки для вас, и мы хотели бы начать хотя бы немножечко зарабатывать, втюхивая эту поделку таким тёлкам, как ты. Тёлки все равно ни хера не шарят в машинах. Однако, Чепушила, а не кажется ли тебе, что ты нарушаешь этим традиционный подход Мерседес? Ведь нам полюбилась эта марка за сверхнадежность 124, которая у меня в деревне уже как 10 лет у деда пашет огород. Спустись на землю, лохушка. Нынче Мерседес меняет свой подход. Мы типа посидели, прикинули, что ты такая катишь на этом яйце в магазин. Как всегда набиваешь всю машину каким-то дерьмом из супермаркета. А по дороге от тебя отказывает бензонасос, и ты загораешься. Далее ты приезжаешь к нам, мы выставляем тебе неплохую сумму за запчасти, секешь? Ну подожди, барыга, не боишься ли ты, что истинные фанаты Мерседес, раскусив твой хитрожопый план, выцепят тебя в подворотне и навалит лещей? Помолчите, пожалуйста. Первые воздухи, первые... А у нас какие-то проблемы. Слушай, да мне посрать, через неделю я валю на пенсию. А за это время лохи еще не смогут распробовать это дерьмо. Тем более, что я уже запасся парочкой 140-х кабанов, которых мне хватит на всю мою долгую и счастливую жизнь. Я просто буду греть булки на Мальдивах и наблюдать, как вы мучаетесь с новым 220-м, вот и все. Так что терпила, готовься к веселым временам. Mercedes-Benz, the best or nothing. Начинаем завоевывать территорию академика. Так, ну что, привет, друзья. Посмотрите, я в Питере. Вы спросите, зачем я приперся из Минска в Питер, и я вам отвечу, что меня терзает до сих пор такой вопрос, притом и всех подписчиков терзает такой вопрос, что это за машина? Сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Это мой натуральный цвет. Чуваки, это Ашка, какашка. Возникает вопрос, является ли это настоящим Мерседесом? Или все-таки это ошибка природы? Или этот шильдик все-таки сюда попал каким-то обдубашенным, обкуренным немцам? И вообще, что они курили, когда создавали вообще такую машину? Сегодня мы узнаем именно от владельца этой машины великолепной. Была основная проблема в том, что уже начиная с 1982 года была очень большая напряженность в парковках в европейских городах. И поэтому нужно было создать компактную какую-то маленькую малолитражку. Изначально, насколько вы знаете, начальным классом в Мерседесе был именно C-класс. И тогда, когда в 90-е начинал разрабатываться вот этот вот А-класс, был такой вот убогий, абсолютно уродский проект. Вы сейчас его видите на своих экранах. Почему эта машина в начале 90-х не пошла на конвейер? Потому что она не соответствовала высоким стандартам Мерседеса по безопасности. Представьте, эта модель, помимо двигателя внутреннего сгорания, она еще разрабатывалась как электрическая. Вы даже представьте, в 90-м году разрабатывался электрический. Но электрический концепт был оставлен немножко на будущее. В общем, когда эта модель вообще попала, первым своим владельцем сразу начались отзывы, потому что в действительности там была какая-то проблема с протеканием там топлива, что воняло в салоне. Короче, первые модели отозвали. Тут были применены именно передний привод, новые двигателя. Я не знаю, может быть, они с кем-то разрабатывались вместе, но приборка в этой машине Магнетти Морелли, то есть итальянская, то есть попахивает конкретно Фиатом, чуваки. А это не самый такой хороший звоночек, я вам хочу сказать. Если говорить про силовой агрегат, это 1,4, 82 лошадиные силы. Это первые двигатели малолитражная Мерседеса. Это первые машины, где Мерседес, когда Мерседес нарушил именно свою клятву настоящих заднеприводных машин и установил сюда передний привод. Почему? Я считаю, потому что это дешевле. Во-вторых, это дешевле. В-третьих, это дешевле. Плюс второе, что эта машина с гидроусилителем,
это тоже очень важно. Третье, они хотели решить именно вот проблему, то, что морда короткая при столкновении. Они сделали такую фишку, что двигатель уходит под ноги пассажиров, и таким образом он не влетает вам в колени. Это была основная проблема, которую они пытались решить. А какой-то автомобильный журналист, когда попытался сделать змейку, машина эта перевернулась. И поэтому начали очень сильно хейтить этот кузов. И Mercedes не хотела сознаваться, то, что была проблема именно с перевертыванием. И потом почему-то в 2000-х годах они отозвали большую часть своих машин и потом туда насували ESP и много-много-много систем безопасности. И я вам хочу сказать, что эта машина превратилась даже в более безопасный автомобиль, нежели C-класс 202. Ну а потом начались уже рестайлинги. И я вам хочу сказать, что сейчас А-класс Mercedes задает именно эталон то, как должна выглядеть машина в базовой комплектации. Посмотрите на новые А-классы. Я думаю, никто до сих пор не может до них допрыгнуть. Но почему я именно сюда приехал, в Питер? Для того, чтобы владелец, который купил эту машину, за 110 тысяч купил эту машину абсолютно по фану, попробовать. И он вам расскажет именно, каково владеть этой машиной, является это настоящим Мерседесом в нашем с вами понимании. Ребят, если помните, это Саня Чернокос, это тот чувак, к которому я приезжал год назад, и он не только открыл свой YouTube-канал, где он снимает про разборку 202-х Мерседесов, и не только, но плюс еще он будет полезен вам именно по запчастям на 202-й Мерседес. Так что чуть что, ссылочки на его канал и на его контакты в описании. Многие его знают, точно Леха Пьянковский, Серега Марченко, мои любимые подписчики, они точно Привет, знают. пацаны. Да, передаем вам привет. Вот, ну что, расскажи, что это за машина вообще, как получилось, что ты опустился до А-класса и вообще купил ее? Механическая коробка переключения передач, 82 лошадиных силы. Ну, конечно, динамики не хватает, весит машина тонну 100, то на самом деле немало. Ну ты на ней запчасти возишь, да? Запчасти я на ней вожу, она очень удобная, перевозить можно больше, чем в Цешке. Задние сиденья полностью снимаются с быстросъемными креплениями, то есть ничего откручивать вообще не надо. Поджимаешь два рычажка, и сиденье просто снимается, и получается такая как бы миниатюрная газель. И вы можете просто перевозить довольно большие все-таки грузы. Сравнивать эту машину новую с новым C-классом, если вернуться в те года, бессмысленно, потому что просто по комфорту. Ты садишься в Mercedes, а здесь ты садишься непонятно во что, в инопланетную такую детскую женскую машинку. Но при этом на сегодняшний день, я считаю, за те же деньги это вариант лучше, чем иметь 202 за те же 100 тысяч. Он будет просто ушатанный в ноль, весь гнилой. Вот это называется Mercedes-Benz. Передаю привет Олесю из канала Автодок ТВ. Вот смотри, что ты будешь переваривать. Какой у тебя Mercedes. Ну и, собственно, добавить нечего. Здесь же машина имеет полностью дно. Порогов у нее в принципе нет, потому что у нее технология двойного дна. Там просто такие сэндвич, да. То есть там просто такие усилители, параллельные и перпендикулярные, и все. И все еще закрыто пластиком снизу, накладками. То есть ничего туда не летит, ничего не гниет. Понятное дело, все покрыто ржавчиной тоже, но никаких о сквозной коррозии речи и идти не может быть. То есть для Питера самое то? Да, крылья здесь передние, кстати говоря, пластиковые. То есть вот сразу же владельцы 202-х кузовов. Заплакали. А я знаю то, что и моя аудитория, и твоя аудитория, это в основном 202-й кузов. Ну, вот смотрите сюда и Они нас заплюют, чувак, они нас заплюют. Но, да, конечно. Крылья эталонные. Даже им ничего не будет, главное. Даже если краска слетела, снял, покрасил. И никаких проблем не будет. Ну вот, допустим, дверь, да, гниловата. Но это как бы максимальные вот проблемы для этой машины. И причем хочу заметить, что здесь есть такая особенность, что дверь, она как бы заходит ниже, чем ты сидишь. То есть вот как раз-таки двойное дно, это здесь и есть. То есть, короче, ты дно вообще не пробьешь, потому что оно двойное. Конечно же не пробьешь. На этой модели. То есть вот дверь закрывается как бы под порог. Обратите внимание.
Еще одна интересная фишка у этой машины, может, сейчас покажем. Как ты думаешь, где у нее находится аккумулятор? Я думаю, что под двойным дном. Все правильно, под дном пассажира переднего открывается лючок, и там находится, собственно, аккумулятор. Вот он, не работает звуковой сигнал, я не лез, у меня нет времени, и я как бы такой пофигист в этом плане, говорю, надо сделать, я ничего не делаю. Мои друзья, конечно, это прекрасно знают. Потом не работает задний дворник, задней крышки багажника. И люк. Люк был сломан, и, соответственно, у него проблема, что он не до конца закрыт был. И из-за этого проблема не в воде, а в том, что очень поддувает. Когда едешь по трассе, то поток воздуха заходит туда, и как бы такой гул оттуда идет. И поэтому вот здесь вот спереди я проклеил герметиком, а люк стоит, между прочим, очень дорого. Я смотрел на разборках, минимальное, что я нашел, это 13 тысяч, по-моему. То есть бэушный люк. А для такой машины это половина стоимости. Don't even care about the crime. As long as you say you're mine, baby. I'm guarding it with my life. Во-первых, у меня было 3 C-класса 202-х, ну, разные по состоянию, конечно. Один был вообще очень красивый. Но на эту машину даже больше внимания обращают, и дети все время сразу у них глаза играют, они такие, ничего себе, какая игрушка большая. И люди в потоке смотрят, особенно я еду, допустим, с военной кафедры, еще с приятелем, мы едем вдвоем в военной форме, в такой белой машине, все смотрят, улыбаются. Машина прикольная, таких машин очень мало. То есть я первый месяц ездил, я встретил всего одну ашку такую за месяц. На каде меня обогнал мужик и показал мне вот так вот, когда проезжает. И улыбался, и я улыбался. То есть это уже по сравнению с цешками, которые вот здесь за угол зайти, там 2 цешки, тут 3 цешки. Это все-таки менее популярная машина. Она маленькая, в потоке очень удобно вообще ехать. Вот прям хочется, видишь, 2 ряда, машины, ну, на нормальном расстоянии. Ты на узенькой машине, туда просто спокойно внедряешься. И прям хочется это сделать. Куда угодно залезать. Слушай, ну я тебе знаю, что хочу сказать. Внешне я изначально, ну как бы так их не воспринимал. Внешне, потом, когда на нее смотришь, ты на нее привыкаешь вообще. Особенно в белом, она очень так контрастно смотрится, интересно. Но то, что касается салона, вот если посмотреть, честно говоря, он у меня вызывает некоторые сомнения. Потому что он больше всего похож на какой-то, знаешь, Nissan Primera 90-го года. То есть именно вот это тоже приборная панель Magneti Marelli, про что я говорил. То есть салон, конечно, не мерседесовский, но мне кажется, что они хотели именно, им надоело уже тратить деньги на дорогие разработки, они захотели выпустить сухарь, чтобы он продавался в больших количествах и чтобы наконец начать уже зарабатывать. Тут и руль такой детский, понимаешь? Машина, я же тебе уже говорю, полудетская, полуженская, все, что я могу про нее сказать. А женщинам что ничего не надо особо. И, конечно, если ты крутой дядя, так сказать, покупай уже 211-й Мерседес, правильно? Согласен. Но с 202-м, вот старым, на сегодняшний день, эта машина даже круче. Вот тут я могу печку включить, все будет хорошо работать на 4-м положении. То есть не будет, короче... Будет супер греть, ничего трещать не будет. Ничего не будет вибрировать, на кочках не будут отлетать колеса, не будет... То есть машина более живая в любом случае. И на сегодняшний день, по сравнению с гнилыми цешками, а у меня на канале вы можете посмотреть, как бы, когда мы разбирали, там просто дна нету в принципе. И машина непонятно на чем держится. Вот на этом усилителе, который на кардан идет. На туннеле от кардана. Потому что ни порогов, ни дна нет. Так, я чувствую, пошли отписки от нашего... Ребята, потерпите немножко, потерпите. Потому что в конце видео мы вам покажем все-таки кое-что интересное про 202-й Мерседес. Да, конечно, сейчас покажем. У меня в гараже много очень запчастей. Ну там гнилые немного они тоже. Но еще походят, как говорят владельцы 202-го завода. Ну, а да. Здесь машина, сидишь, тепло, комфортно. Ну да, она детская, но и она и недорогая. Если взять 202-й хороший там за 300 тысяч рублей у нас в России, то на эти деньги уже можно следующее поколение А-класса взять.
которая уже будет новее, чем C-шка. А запчасти 202. как вообще? Ну, запчасти. Запчасти, конечно, на него дороже, чем на C-шку. Подходит от чего-нибудь другого? Ну, смутно, то есть редко как бы. Мало запчастей подходит. Но я тебе скажу, что вот, допустим, если коробку автомат брать на этот кузов. На вариатор даже там ставился, кстати. На этот не ставился, это на следующий уже ставился вариатор. Тут был чистый автомат, и он очень дорого стоит. То есть вот здесь автомат выходит из строя. Чтобы здесь какой-то мельчайший ремонт сделать, например, поменять генератор или компрессор кондиционера, здесь уже надо вообще чуть ли не двигатель вынимать. Для любого ремонта, даже если не вынимать двигатель, его надо подвешивать и чуть-чуть опускать как бы, либо приподнимать. Потому что компоновка такая, что все очень плотно забито. Капот маленький, там открываешь, вообще непонятно, что здесь делать. То есть туда рукой не пролезть, просто в капот. Подразумевается, что надо просто делать на сервисе машину, чтобы ездить. Она особо и не ломается. В общем, короче, уже с 97-го года Mercedes понял, нефиг делать машины, которые каждый чувак может у себя в селе где-нибудь отремонтировать. Давайте, пацаны, несите деньги в сервис. Porsche style, как говорится. Ну да. Вот. Но, в принципе, ну а чё? Такие времена. Это относится абсолютно к любым автомобилям, начиная с 2000-х годов, я считаю. Вот. Ну тут смотри, всякие тут есть. Можно сюда положить. Сюда можно что-нибудь. положить. Уже появился, ну, более-менее нормальный какой-то бардачок. Есть подушки в дверях, что для владельца 202-х. В дверях есть отсеки во всех в 4, а не как в C-шке, только спереди. Ну слушай, я думаю, что мне почему-то кажется, что где-то Mercedes законтачился с Renault, где мне очень кажется, что попахивает каким-то Renault. Кстати, я тебе хочу сказать, что дизайнер вот этой машины, он как раз-таки и потом разрабатывал АвтоВАЗ, он дизайнер АвтоВАЗа, Весту, по-моему, там, британский. Так что вестоводы, вам привет, можете себя в полной мере ассоциировать с Мерседесом. Вот, им понравится точно. 98-го только года. Да, 98-го. Здесь еще особенность у этой машины очень короткие передачи. То есть у нее мало лошадиных сил, но для города здесь вообще все передаточные числа, чуваки, сделали. Да, то есть вот смотри, вторая, я езжу там на второй до 20, на третьей до 40, на 60 км в час я еду вот уже на 4-й передаче. И это 2000 причем оборотов. И на 70-80 я включаю 5-ю. То есть понятно, и вот этот сейчас разгон, который был, он был на практически холостых оборотах, то есть до 2000. Понятное дело, ее можно крутить, но крутить не хочется. Вот на ней хочется вот так в потоке ехать, куда-то все время перестраиваться, куда-то встревать. Но все равно я еду, допустим, быстрее потока. Зачем мне эта мощность, чтобы от светофора до светофора ехать и потом все равно останавливаться? Короче, немецкие мамки, они там душат, могут коробку в спорт. Да, машина, и нормально. Машина все-таки сделана для города, у нее очень короткие передачи. Если я еду 80 км в час на 5-й, а иногда и 70, иногда и 60, еду на 5-й передаче. Но, конечно, у этого момента есть и минус, такой, что по трассе, получается, невыгодно ездить. Потому что если едешь там 120, то уже, да, нормально оборотов на 5-й передаче. Но больше, чем 120, на ней некомфортно ехать на трассе. То есть вот 120 едешь по КАДу, и прям вообще комфортно, она ровно идет, хорошо держит дорогу. Если больше, то уже как-то, не то вообще. То есть уже как-то страшно, некомфортно. По трассе у нее даже неудобная посадка. Я вот ездил, в Цешке я ездил, долго едешь по трассе, и нормально, то есть тело не устает, спина. А здесь ты сидишь как бы комфортно, как в кресле сидишь, но при этом для тела это не очень хорошо, как бы все затекает. Посадка для города, то есть там за час куда-то доехал и все. А если ехать больше и ехать по трассе в одном положении, то будет затекать тело не очень. Слушай, а скажи, пожалуйста,
тому, сколько денег она по сравнению с 202-м высосала из себя за это время. Значит, смотри, проехал я, тут же надо еще учитывать, сколько проехал. Когда я ее купил, я сразу же поменял тормозные диски с колодками. И это было, я уже даже не помню, сколько денег, если честно. Могу посмотреть. Ну допустим, 5000. По цене Happy Meal. 5000 рублей, допустим. И после этого я проблем не знал, ничего не делал. Даже вот не починил то, что надо было, звуковой сигнал не работает, задний дворник не работает. Люк вот только заклеил. Просто как бы пофигист. Езжу, а что, я езжу, у меня нет времени, занимаюсь делами. Согласен, ты деловой человек, ничего на это обращать внимания. И, собственно, все, больше я денег не тратил. И вот первая проблема, когда я проехал 3200 километров с этой машиной, у меня глушитель отвалился, и начал по земле просто как детская игрушка брякать. Что, ребят, мы тут, много чего поснимали. Еще выйдет второе видео именно про Саню, чем он занимается, про автозапчасти, про 202-й Мерседес. Это будет следующее видео. Вы будете подписаны на канал. Как у любого блогера, у него должно быть свое мнение. Потому что если у тебя нет мнения, то ты превращаешься в Павла Блюденова или в Алана Енилеева. Мое мнение, лично мое мнение, что мне вот эта тачка не по душе. Я бы ее никогда себе не купил, потому что она абсолютно не соответствует моему внутреннему мировоззрению. То же самое, как я бы не купил любую BMW, потому что она, вообще, философия не та. Но хочется отметить, что эта машина за счет своей простоты, за счет своей какой-то именно приближенности к нашим условиям, она более надежна. Потому что тут ломаться, в принципе, нечему. 3 рычага, 2 сайлентблока. Тут больше подушек, чем в 202-м Мерседесе. Она проще, и она больше приспособлена к городу. На дальнее расстояние, конечно, на ней не поедешь. 120 км в час – это максимум на ней. И она меньше гниет. Это самое важное для Питера, для Москвы, для Минска, неважно. Для таких регионов эта машина будет намного меньше гнить, поэтому если вы где-нибудь увидите, я вам рекомендую взять ее как поджопник, как для того, чтобы возить говно, картошку какую-нибудь, в село какое-нибудь. Она вас не подведет, потому что владельцу, который сейчас ее купил, она ему вообще не вынесла мозг. Вот, он даже настолько, она ездит, он настолько уже на нее забил просто, да, это самый лучший показатель надежности машины, когда человек на нее забивает, у нее не работает что-то, а он на ней ездит, потому что она заводится каждый день, это важно. Поэтому, друзья, это классная тачка, классная, недооцененная тачка, классная, но не моя. Вот так вот. Так что спасибо, увидимся в следующих видео. Пока!